Всем привет! Вы на канале Женя путешествует, и сегодня мы вместе с моей подругой Олей отправляемся в Костромскую область, в такое интересное местечко, где очень много заброшенных церквей, которые расположены крайне близко друг к другу. Мне кажется, там заброшенных церквей больше, чем людей можно встретить. Вот мы туда с вами сегодня направимся, там переночуем. Как внезапно оказалось, мы с Олей не взяли палатку. У нас нету спальников. Короче, будем что-нибудь соображать и покажем вам церкви с очень хорошей сохранностью. В некоторых из них сохранились фрески, причем в достаточно хорошем состоянии. Вот, в общем, поехали. Under street lamp, bent face flame by the light. Так, ну мы проехали Ростов-Великий. Сейчас мы едем на пути в Ярославль, и вот примерно с этого участка перестали работать карты. В прошлый раз в Липецке у нас уже такое было, и нас этому ничего не научило, потому что мы опять забыли их скачать. На самом деле достаточно бодро, быстро едем. Это теперь уже не самая моя длинная поездка. У нас маршрут, если без остановок, то где-то 5,5-6 часов будет. Если вы вдруг меня смотрите и вы еще не ездили на длинные расстояния, и вам кажется, что длинные поездки вообще не для вас, и это прям тяжко, больно и тяжело, только поначалу. Сначала вам трудно ехать в одну сторону 2 часа, и вы страдаете, а потом уже как бы и вообще за время это не считается. И вот нам до нашей конечной точки назначения сейчас 2,5 часа осталось, 2 где-то, 2,5. И вообще сейчас пролетит за пару минуток, мы музычку с кайфом послушаем, очень здорово. Первая точка нашего маршрута – это один из храмов, вообще мы хотим 4 храма посетить, но есть небольшая проблемка, не проблемка, с одной стороны это хорошо, то что этот храм наполовину обитаем, в него часто заходит монах, священник, там службы какие-то проходят, вот, и есть такая вероятность, что мы приедем, и он будет закрыт. Мы не знаем, едем наугад, но иногда так бывает, врываешься куда-то наугад и находишь что-то клевое. Gone away, I'm gone away, and the sun gonna shine on a brand new day. Must be somewhere welcome me into the. Отсюда даже видна наша церквушка, в которую мы едем. Правда, мы свернули немножечко не туда. Активно пытаемся это исправить. Да. На узенькой дороге. Вот тут можно показать. Церковь закрыта. Мы, в принципе, ожидали что-то подобное. Обойдем ее. Может быть, удастся заглянуть в окошко какое-нибудь.
И, наверное, мне от клещей лучше переодеть штаны подлиннее. Ну, вообще, конечно, тут очень здорово. Тут очень много шума от лягушек и от птичек, потому что вот прям рядышком находится, ну, то ли пруд, то ли болотце. Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы была построена в 1783 году. Некогда она стояла посреди села прямо на площади. Да, прямо там, где мы сейчас гуляем, был центр площади. Это одна из лучших по сохранности заброшенных церквей на территории данного района. Известно, что в 17 веке на ее месте стояла деревянная Никольская церковь. Церковь Благовещения является собой отличный пример архитектуры Костромской области, сочетание традиций древнего русского зодчества и более нового стиля барокко, а также многоярусность, которая видна в строении колокольни. В храме сохранилась настенная живопись начала XX века, отражающая этап перехода от академической стилистики к модерну. Наверное, даже хорошо, что церковь пока закрыта. Так фрески остаются в большей безопасности. Нужен Привет. фонарик. Привет, нужен фонарик. Мы сейчас поднимемся на эту колокольню. Ну, опыт поднятия по таким ступенькам у меня уже есть. Вот тут вот не очень знаю, как бы, на что можно опираться, на что нельзя. В принципе, они выглядят, ну так, но я надеюсь, что надежно. Ну, вроде даже не гнилые. Ну, я не знаю. Типа, да, вот тут вот я не знаю. Да я вижу, я на нее и показываю. Смотрите, они уже все опять веточками завалены. Не, ну ладно, если вот так смотреть, то как будто бы все нормально. Причем все эти деревяшки, походу, ну, маленькие веточки, натаскали птички. Гнезда видите? Ну да, типа, это у них такое гнездо большое. Мы почти у цели. У меня нет идей, куда наступать безопасно. Мне кажется, каменное это самое надежное. Вот это вообще классно. Не шаты, пожалуйста, не страшно. Женя, позируй. Мне кажется, вот там вот видна наша следующая точка.
Когда мы поднимались, мы пропустили одно ответвление на лестнице. Один залаз, и он шикарный. Да, и, короче, вы сейчас увидите купол церкви Изнутри. с той стороны, с которой вы его еще никогда не видели. Вот он. Это купол церкви. Надеюсь. То вдруг мы так уверенно Вообще, говорим. не похоже на купол, честно говоря, Да? по конструкции. Да, это не купол. Ты уверена? Да. Но по расположению ведь он тут и находится. А вот, кстати, не факт, там же между вот этой лестницей и куполом есть... Переход, типа Да. трапезная. Короче, Это мы херня. точно сейчас не можем сказать, что это, потому что то ли это купол самой церкви, как бы, где молитвы проходят, то ли это переходик между ними, то есть трапезная. Вот, поэтому мы сейчас спустимся и посмотрим снаружи церкви, что это за часть здания. Я ставлю на то, что это все-таки переход, потому что здесь крыша идет вот так вот изнутри. И к тому же вон там вот есть вот эта вот как будто бы кирпичная стена. Вдали, да. Да, чуть-чуть. И я думаю, вот это как раз-таки купол. Сейчас спустимся, посмотрим. Да, Оля оказалась права, потому что вот эту вот часть мы видели изнутри, верхнюю ее часть изнутри. Это действительно трапезная, купол уже дальше и выше, понятное дело. Так что я тут напридумывала, и мне очень хотелось в это верить. Да, но это тоже очень даже ничего себе. Я с такого вида трапезную, да и в принципе церковь, ни разу не видела. Очень необычно. Это квас, если что. Мы не пьем. Мы разогнались. Забери у меня квас. Мы не пьем, говорила Женя. Не, я пытаюсь передачу переключить, у меня нет третьей руки, там еще машина впереди, Оль, возьми квас. Какая жесть вообще, не дорога. Нормально. На Гройке было хуже. Даже с тобой мы ездили, когда застряли? Да. Короче, мы решили оставить Нивочку и дальше пойти пешком, потому что тут дорога сужается. И дальше вообще какая-то дощечка по типу моста лежит. А с одной стороны у нас вот такой вот прудик. По картам мы пытались доехать по картам в следующее село. Но прикол в том, что по нему по картам не доехать. К огромной нашей радости мы встретили мужичка, который ехал тоже на своей какой-то машинке. И он сказал, что он тут местный. Вот, и сказал, как нам вообще куда проходить. Поехали вот мы куда-то сюда. В принципе, там вдали видна заброшенная церковь, которая нам нужна. Но, типа, это вообще не похоже на село. На карте это село. Тут нет села. Тут нет села. Мало того, что пока мы сюда ехали, нам дважды попались рядом стоящие села с одинаковыми названиями. Просто два села, которые разные, у которых типа пометка, что оно началось, и потом типа закончилось, перечеркнуто. И сразу за ним начинается ровно Да, и типа там минут через 10 мы опять встречаем то же самое село. Ну, точнее, это уже новое село, но название у него точно такое же. И типа как это воспринимать, я не очень понимаю. Вот, мы вышли к кладбищу. Тот мужичок, который нам помог, тоже, кстати, искал кладбище. И как будто бы сказал, что он ищет это. Но что-то он за нами не поехал. Это подозрительно. Ну, короче, вот там вот сейчас видна уже будет церковь. Это храм Рождества Пресвятой Богородицы, построенный в 1808 году. Тоже наглядный пример архитектуры Костромской области, но сохранился он, конечно, значительно хуже, чем предыдущий.
Ну, это, конечно, церковь с гораздо более плохим сохраном. Никто не охраняет, и фресок тут никаких, кажется, не... нет, остались фрески. Храм расположен на небольшой возвышенности на окраине ныне несуществующего села. Это село когда-то принадлежало Федору Плещееву, воеводе, который перешел на сторону Лжедмитрия II. После бегства Лжедмитрия в Калугу Плещеев вновь попытался возвратиться на службу в Москву, но семибоярщина была против. Он смог вернуться на службу уже к новому царю Михаилу Федоровичу, первому из династии Романовых. Но земельные владения, в том числе и это село, у него отобрали. Мистически то, что практически на всех святых, куда можно по-человечески достать до них, исполосованы лица. Вот, например, вот. Причем именно лица. И вот у этого, тут его даже не видно толком, тоже глаза на рисунке выцарапаны. Как и на этом. На этом тоже. Причем это речь про тех, которые на уровне человеческого роста находятся. То, что выше, понятное дело, не достали. Это... Короче, явно не совпадение, не случайность, кто-то это делал специально. Да, кто-то это делал, целенаправленно, в общем-то. И, если честно, это жутко. Признаться честно, я, как верующий человек, не была уверена, стоит ли вам вообще это показывать в ролике. Тот, кто сотворил это, совершил отвратительный поступок, и дай Бог раскаялся и был прощен. Мы же испытали настоящий ужас, нахлынувший на нас чуть позже, поэтому я и решила оставить этот фрагмент, чтобы поделиться с вами нашим абсолютно реальным опытом ощущения чего-то потустороннего. Осмотрели мы церковь эту, и с одной стороны, конечно, я рада, что я впервые в жизни увидела настолько хорошо сохранившиеся старинные фрески в заброшенной церкви. Вон, кстати, купол еще упал. Но с другой стороны, вот это вот... Я даже это и вандализмом даже не могу назвать. Я даже не знаю, как это назвать. Это оставляет какое-то очень даже жутковатое послевкусие. С одной стороны, часто бывает, приезжаешь в заброшенную церковь, и прям там спокойно, хорошо, приятно находиться. А здесь, скажу вам честно, это первая заброшенная церковь, в которой мне неприятно находиться. Смотреть на эти фрески было ужасно. Я не знаю, что сказать. Это какой-то абсолютно... Это именно что жутко. Это выглядит жутко. То есть кто-то целенаправленно подходил. Это не просто как бы отрицание, да? Это ненависть. Это буквально ненависть, и это жутко. В общем, короче, это первая церковь, которая вызвала у меня абсолютно какое-то отторжение и нежелание там находиться. Мне, честно сказать, там было жутко. Мы под конец нашли дверцу, я даже не стала ее записывать. Думали, что она, может, на колокольню ведет, но это просто была маленькая комнатка. Я ее даже снимать не стала. Мне, если честно, там стрёмно было находиться. Возвращаясь обратно на дорогу, мы немного потерялись. Мы идем, решили пройтись, осмотреться. Оставили вон машину. Ищем, куда вообще можно выйти. Потому что что-то мы сбились и не туда уехали сейчас. И, если честно, мы едем, и мы до сих пор в каком-то все еще жутко. Да, если честно, реально жуткое состояние. Не то, что мы там напускаем жути для ролика. Нет, это реально впервые у меня церковь, после которой мне страшно, хочется убраться из этого места. А мы еще, потерялись и зашли в какие-то
здесь можно проехать, как будто бы там... Не знаю, тут заброшенные дома какие-то Мне непонятные. нравится то, что вот так вот дерево, и непонятно, как бежит. Возвращаясь к церкви, я радуюсь, что мы приехали сюда в светлое время суток, когда хотя бы противоречие есть, потому что будь мы здесь в темноте, было бы вообще жуть. Я об этом даже не думала. А теперь я об этом подумала, блин, Оля. Ну реально, такое ночью я бы увидеть не хотела бы 100%. Не, мы тут не проедем. Чуть-чуть отвлечемся от жути и посмотрим на симпатичный, красивенький закатик. Если честно, у меня сейчас желание просто поскорее выбраться на ровную дорогу и уехать в какое-нибудь другое село, в котором есть люди хотя бы. Это все было максимально странно. Типа, мы встретили какого-то мужика. Он такой, ну я вот еду туда на кладбище, вам туда. Мне тоже за вами нужно ехать. Но он не поехал. Мы приезжаем, и там, блин, такая дичь жуткая. И, кстати, за это время он так на это кладбище и не доехал. Хотя там с дороги поворот буквально 3 минуты. Ну, даже если пешком дойти, он бы успел за это время. Короче, какое-то нехорошее место. Будем отсюда выбираться. Нива вон тоже что-то задумалась куда-то не туда. Мы уехали. Стоит. Пригорюнилась. Не горюнь, Нива. Сейчас мы с тобой выберемся. Вот это озеро, казалось бы, выглядит офигенски красиво вот так со стороны. А как только начинаешь подходить, понимаешь, что это болото, которое может тебя засосать. Да, я даже порадовалась, что мы сюда встать сможем, и будет классненько и красиво. Да, мы изначально решили, что мы здесь, короче, остановимся, поставим, может быть, нашу несуществующую палатку, ну, Ниву поставим, ляжем тут спать, а подходишь там и реально все. Все очень грустно. Очень... А вот это те дороги, на которых мы запутались, притом с самого начала. Вот сюда. Да, мы поехали сюда. Да. Удираем, Нива, удираем, давай, беги. Ни одного живого цветочка, кстати, на этом кладбище нет. Да, я не заметила. Все искусственные. Не, ну я понимаю, конечно, что нормально как бы искусственно приносить, да, но бывает же, что там ухаживают, что-то выращивают на могиле. Там нет ни одной могилы, за которой бы следили в том плане, что высаживали живые цветы. Притом само кладбище выглядит прям ухоженно. Да, как будто его часто посещают. Ну, короче, мы, если честно, с Олей испугались. И мы уже сейчас придумываем всякие страшилки, чтобы запугать себя еще сильнее. Но мы честно испуганы. Дед нас привел сюда точно из какой-нибудь песни Короля и Шута, мужичок такой. Блин, точно. Жук. Выехали. Нет, нам сюда. Ага. Вы понимаете, что тот дед сказал нам, что ему нужно на то же самое кладбище, в ту же самую сторону. И поехал абсолютно в другом Противоположную он поехал, блин, после этого. Причем сказал, что ему нужно на это кладбище. Русская мистика. Подписывайтесь на канал. Я сама не знаю, о чем, блин, будет ролик в следующую минуту просто. Тут до новой идеи, короче, додумались. Возможно, этого дедушки даже не существовало. Он ехал, и на соседнем сиденье с ним сидела бабушка. Возможно, если бы мы походили среди могил, мы бы нашли бы фотографию этого дедушки, я не знаю. Я думала спросить его имя. Зачем мы сами себя пугаем, блин? Так интересно. Возможно, машина с этим дедом и не существовала. Просто Кто нам подсказал дорогу, я не знаю, а вдруг его не было. Ты не снимала видео в этот момент? То, как нам подсказывали, нет. У нас не осталось видео. У нас нет подтверждений тому, что этот дед существует. И более того, дороги к этому селу, вот такой, которую он показал, тоже нет на карте. Да, там подъезд, как я правильно поняла, через деревню идет, правильно? Ну да. А деревни не было!
Я сижу, описываю Оле, типа, не, ну дед, конечно, был стрёмный, черный такой, волосы густые, черные. А мне он запомнился седым. А Оля говорит, что вот что? Обросшим седым дедом. И мы его не сняли, конечно же. Только Машина остановилась вот тут. Мы прям вот рядышком остановились. Я могла его вот так вот потрогать за лицо, вот так вот, на вытянутой руке. Да. Он был близко, мы не могли перепутать цвет волос. Действительно его как-то криво запомнила. Я Слушай, его я прям не мельком знаю, посмотрела. Я не знаю. Красивый вид, кстати. Да, надо снять. Там еще прямо... Да, мы снимаем. Вот церковь, нам туда не надо, это просто какая-то другая очередная заброшенная церковь. Все-таки это казалось, что та церковь, которая нам нужна, она достаточно прикольная. Тут вот, смотрите, и домики милые вокруг вообще, машинки стоят, птички поют, все классно. Вот, ну, надеюсь, внутри в церкви нет такой жути, как там. И, ну, понимаете, как бы, вся вот эта история, да, ну, типа, ну, что, ну, просто увидели, как бы, разрушенную церковь. Ну, фрески старинные, там, в советское время их, наверное, кто-то сколол, да. Ну, дед какой-то что-то не то сказал, да. Вроде бы история, ну, нет какой-то откровенной мистики, что что-то там взрывается, что-то там это самое, разлетается. Нет такого. Но ощущение, вот я вам клянусь, у нас с Олей в плане религии разные взгляды. У нас было одинаковое негативное какое-то ощущение и чувство страха. Впечатление, наверное, еще как бы не уложилось, ощущения неприятные, но тут мне спокойно, тут мне нормально. Церковь Спаса Преображения была выстроена в 1802 году. Село, в котором она находится, до сих пор существует, и мы встретили тут много ухоженных участков. В советское время обрушился купол на колокольне и была утрачена значительная часть настенной живописи. Главный иконостас сейчас перевезен во Владимирскую область. Сюжеты фресок восходят к образцам эпохи барокко. В палитре присутствует контрастное сочетание теплых коричнево-золотистых и холодных бирюзово-голубых тонов. В трапезной же частично даже сохранилась плитка. На капоте он тоже красивый. Отражается. Иду, проверяю, можно ли тут спускаться на машине. И тут как будто бы нет второй колеи для второго колеса. И, наверное, здесь все-таки ходят пешком. У меня такое подозрение. Здесь почти нет комаров. Очень свежо дышится. И есть вот ощущение, как на даче. Я не знаю, вот у меня прям такое, не знаю, такой запах травы прям здесь, цветов, как будто я вот на своей даче оказалась.
Поездочка у нас сегодня выдалась лютая. Сейчас, кстати, поздно темнеет. И сейчас уже практически 10 вечера. А я в 10 всегда спать ложусь. Поэтому меня уже клонит в сон. Вот с таким, красивым видом мы нашли местечко, где мы остановимся. Кстати, зажглись уже первые звезды, видно. 10 часов вечера, может быть, уже чуть больше. Мы обошли вокруг церкви. Там горели окошки одного из домиков. Но мы что-то как-то не решили зайти, да и говорить особо нечего. Что нам сказать? Типа, пустите переночевать. Как-то не очень будет красиво с нашей стороны. Потом окошки погасли, видимо, люди пошли спать. И мы, вот нашли какое-то местечко тут относительно близко к церкви. И чтобы вот какое-то обозрение дороги, вот поле было. Ну, наверное, сейчас перекусим что-нибудь такое и будем решать, как вообще нам спать. Потому что палатку, как я уже сказала, мы не взяли. У нас есть один коврик, один спальник, один плед. Все. Что-то как-то будем придумывать. Наверное, спать будем в машине. Потому что других вариантов тут нет. Здесь тупо поле и территория церкви, ну, такое. Ну да, мы так сначала очень бодренько заехали на территорию церкви, типа, да о чем, мы тут поспим, может, нас это, может, пустят вообще. А потом походили и подумали, что, люди ухаживают за территорией. Вот представляете, вы ночью выйдете на ваш участок, а у вас там кто-то в Ниве спит. Не очень красиво будет. Ну все, мы устроились. Сейчас я вам покажу, как мы будем спать. Я сплю сзади. Вот это моя подушка, Олин рюкзак. Возможно, я ее конфискую обратно. У меня тут есть пледик, как знала, брала. А у Оли вот так вот растянута пенка. Оля вызвалась спать на первых сиденьях сама, потому что я буду за рулем. Ну, Женьке тяжелее, это как будто бы логичнее. Спасибо тебе большое, Оль. Вот, в общем, пенка. И чтобы она не провисала здесь, мы еще положили коврик. Да, автомобильный коврик мы, вот так вот еще закинули между сиденьями и поверх пенку. Выложили тут, покушать себе вкуснятину всякую. Сейчас перекусим с видом на закат и на первые звезды. Это первый раз, когда я ночую в Ниве, так еще и не одна. Так как у меня рост всего 1,57 м, то мне максимально удобно, если честно. Да, рюкзак я тебе, пожалуй, отдам. Он мне в голову упирается прям. Угу. Сейчас отдам. У меня есть нож, есть арбалет, они служат мне уже 1000 лет. У меня есть лес, и это мой дом всю жизнь. Обитаю я в нем над кронами леса, плывут облака. Если стреляю, то наверняка. Моих прошлых лет порвана нить, я по-новому научился жить. Человек исчез, его больше нет, а из тела его демон вышел на свет. Вечная скука, нынче все духи от феи до беса меня называют хозяином леса. Мне преданно служат лохматые твари. Со временем все уважать меня стали. Заклинанием плоти оживляю свою, все того же охотника не узнаю. И зеленая кровь оживляет ее, только сердце стучит. Уже не мое, нынче все лепреконы, а также сатиры, люди, волки, медведи и даже вампиры признают мою власть. Они в этом правы. Не хочет никто над собою расправы. Вечная мука, вечная скука. Нынче все духи от феи до беса меня называют хозяином леса. Мне преданно служат
4 утра, мы проснулись. Оле было неудобно, а я замерзла. Да, короче, резюме. Спать в машине норм, если вы низкая и помещаетесь в машину, и если вы не мерзнете. Нам, каждой из нас, не хватило по одному пункту, чтобы спать с комфортом. Но, как бы, если других вариантов нет, то это вариант. Паштет. Да, мы сейчас кушаем. Надеемся, все-таки, может быть, нас кто-нибудь пустит в церковь. Мы подождем где-то часов до 6. Тут что-нибудь поделаем. Может быть, нам повезет. Время 4:40 где-то, я вышла прогуляться. Если честно, я капец как мерзну. И солнышко, вон оно там находится. А это самая дача, она из каких-то твоих детских воспоминаний. Вот такое у меня здесь ощущение. Вон она, речка внизу. Тут вот рядом есть еще одна церквушка. Вот ее видно. На самом деле на картах она была заброшенная, а тут видно, что ее тоже частично отреставрировали. Это круто. Вон Оля идет. У нас, короче, появилась цель. Пока мы ждем, что откроют храм, вот там вот в поле, там есть сток сена. Мы хотим на него забраться. Я как-то однажды ехала с дачи и проезжала мимо стогов сена и просто так остановилась и залезла на них, пофоткалась, посидела и поехала дальше. Мне такие развлекаловки нравятся. Я пошла напрямик, а у Оли более тонкая обувь, и она попробует обогнуть. Трактор начал работать, кажется. Да. Ну, какая, конечно, огромная территория вообще. Я на самом деле максимально городской человек. Мне нравится жить в городе, мне нравится ритм города, но вот оказываешься в какой-то момент в таких местах и думаешь, что я и не хочу в город, в принципе, тут хорошо. Как-то душевно, по-настоящему. У Оли все-таки промокли ноги, а у меня-то как бы ботинки, они от этого защищают, а у нее тряпичные. И поэтому мы сейчас пойдем к другим стогам. Родители говорят, что я не представляю своих подруг, поэтому в этом ролике я представлю свою напарницу и коллегу. Это Оля. С Олей мы познакомились в турклубе в строительном университете. Часто с ней ездим на всякие туристические тусовочки. Вот Оля очень круто шарит за походы, гораздо лучше, чем я. И поднималась на Приэльбрусье. И еще Казбек. на Казбек вот еще поднималась. Поход по Уралу. Водные походы. Вот, Оля очень шарит в байдарках. Банани! Дальше. А дальше я не знаю.
ничего не видно, слепит солнце. Я, конечно, вообще не шарю в механизмах вот, подобных эвакуаторов. Что-то для сбора сена, наверное. И вот один дом все-таки жилой. Здесь есть козы, коровки, а второй вот этот вот участок, он вообще весь зарос. Если бы здесь как-то все так развивалось, ну, в принципе, оно и развивается, тут ведь обустраивают церковь, наверное, кто-то начнет ездить сюда. И, в принципе, наверное, классно вот в подобном месте иметь участочек. Даже если хотя бы чуть-чуть инфраструктура тут была бы развита, мне кажется, тут вообще никого нет. Тут 2 участка стоят каких-то, один из которых заброшен, ну, не знаю, на километр туда-сюда. Тут никого нет вообще, пустые поля просто. Приезжай, ставь вот тут свой огромный домище и живи. Но никакой инфраструктуры нету. А жаль. Местечко классное. Многим бы, мне кажется, тут понравилось жить. Маленькие ангелочки по краям есть. Мы обошли церковь и заметили какого-то мужичка, который вышел из дома. Сейчас пойдем, поговорим с ним. Может быть, он нас запустит в церковь. Тут деревья росли, мы с отцом лет 5 назад, а потом какой-то блогер проехал, поснимал, выложил, и сразу спохватились. Потом это самый фонд Сумароковых, ну, то есть это отдали Сумароковым, и несколько веков принадлежало, там могила есть, Сумароковские еще остались, там чугунные плиты. Вот, до революции, сейчас целые. Церковь Троицы Живоначальной была построена не ранее 1766 года усердием прихожан и была расписана костромскими художниками. Роспись церкви фризовая. Это изображение в виде одной горизонтальной полосы. Мне невероятно понравилось в этой церкви. Цвет фресок теплый, и чувствуется, что подобная манера росписи – это большая редкость. Я надеюсь, что храм в скором времени удастся отреставрировать. И там получается такой оригинальный набор и полезный. А это из музыкальной школы выкидывали инструменты. Ничего себе. Ну вот, только закончили
экскурсию с дедушкой, который там живет, рассказывал нам все очень много всего рассказал. Я вообще, мне кажется, я половину не запомнила. Краевед, в общем, он рисует, стихи пишет, про Кострому много рассказывал. Конечно, очень рада, что по итогу остались с ночевкой, потому что и невероятно красиво здесь, и смогли в храм попасть. И вот этот вот дедушка, Андрей его зовут, он рассказывал о том, что здесь на самом деле все в последние несколько лет развивают так конкретно. Вот настоятель, священник, который здесь вот это вот все организовывает, он прям много чего тут организовывает. Воскресные школы, лагеря какие-то сюда приезжают. Тут какой-то домик специальный для них есть. На байдарках дети приезжают. Говорит, сегодня еще кто-то приедет на реставрацию, там помогать что-то по хозяйству, там высаживать, какие-то девушки приедут. Короче, работа на самом деле кипит, и это классно. Оказывается, вот эти вот поля, которые мы с вами видели, вот домики, поля, вот все, что, короче, тут более-менее живое и чем занимаются, это вот недавно люди приехали и недавно этим начали заниматься. Мы как раз сегодня с Олей шли и говорили, что, типа, если вот реставрировать храм, то нужно как-то и оживлять всю инфраструктуру рядом, чтобы вообще был смысл сюда кому-то приезжать, может быть, какие-то деньги оставлять, в принципе, как-то интересоваться этим местом. И тут действительно, помимо самой церкви, как-то, оказывается, и поля начали возделывать. Вот буквально недавно какие-то люди арендовали это все. Классно, короче. Путешествуйте. В России много классных, интересных местечек. Самолет летит. Ну, в общем, спасибо, что смотрели. На этом наше путешествие заканчивается. Подписывайтесь, ставьте лайки. И еще хочу сказать, что я завела свой Boosty. Возможно, он будет где-то тут. Я еще не знаю. На Boosty я выкладываю все ролики. Их вы можете там смотреть без VPN, потому что на Boosty ролики можно смотреть без VPN. Также там я публикую маршруты своих путешествий. Ну и также я принимаю там донаты на следующие путешествия. Например, у меня в планах поехать в Териберку. Это село за полярным кругом на севере России, которое я обожаю, была там несколько раз, и с удовольствием хотела бы доехать туда на Ниве, потому что до этого я была там пешком. На самолете, в смысле, я туда долетела, до Мурманска. Вот, а на Ниве там, мне кажется, тоже очень классно будет попутешествовать. Поэтому, если вам интересно мое творчество, и вы хотите его как-то поддержать, то вот жду вас всех на Boosty. Ну, в общем, спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока.